Моих вопросов не будет, останутся только ваши ответы, поэтому постарайтесь, пожалуйста, насколько возможно, отвечать полными предложениями с упоминанием имен, отчеств, Ну, хорошо. чтобы мы понимали контекст. Давайте начнем с Ельцина. Как вы познакомились с Борисом Николаевичем? Я, когда меня избрали в Верховный Совет в 90-м году, а избрали меня от Нижнего Новгорода, я не знал Бориса Николаевича. Я его узнал только, когда уже был избран депутатом. Было это в далеком марте 90-го года. Вот мы с ним встретились, как избранные депутаты демократических убеждений, молодые в основном депутаты, встретились на Арбате в здании Госстроя. Я понимал, что встречаюсь с легендарным человеком и думал, что он нам сейчас прочтет лекцию о свободе, демократии и правах человека. Вот. А когда мы поздоровались, то Ельцин вдруг сказал: ну, какие у вас есть идеи, с чего начнем работать в Верховном Совете, какие есть предложения. И практически все 2,5 часа, пока длилась встреча, в общем, Ельцин молчал. Записывал за нами, что меня несказанно поразило. То есть, ну, может, сказал в конце несколько слов буквально общего характера, что ему очень понравилась встреча, что там были очень важные предложения. Причем они касались не только государственного устройства страны, но они касались и проблем там, развития предпринимательства, налогов и так далее. Вот, честно говоря, меня удивительная скромность Ельцина тогда просто поразила. Я ожидал, что будет все совсем иначе. А у него уже была репутация легендарного человека, да? Ну, конечно. Он же уже вышел тогда из Компартии. Состоялся этот известный пленум ЦК, где он это сделал. Вот, он уже был депутатом Верховного Совета СССР. Входил в межрегиональную депутатскую группу. Кроме того, вот, выступления Ельцина, они, конечно, не были основным мейнстримом телевидения, поскольку телевидение было советское. Тем не менее, многие газеты публиковали его речи. Так что, конечно, мы много знали про него. Вы в свое время стали первым в России губернатором. Расскажите, как вообще родилась эта идея со словом «губернатор»? Ельцин меня назначил губернатором 30 ноября 1991 года. В принципе, он в Нижнем Новгороде никогда не был и никого из Нижнего не знал. Тем не менее, поскольку нижегородские коммунисты поддержали ГКЧП, он их, собственно, после того, как путч был подавлен, всех уволил. Ну, как это с Ельциным часто бывало, он уволить-то уволил, а назначить забыл. Вот потом ему Шахрай, по-моему, сказал: Борис Николаевич, это все, конечно, красиво, в Нижнем Новгороде все уволены, те, кто поддерживал путчистов, но, в общем, неплохо бы там назначить кого-нибудь. Вот так получилось, что Ельцин особо никого из Нижнего не знал, но меня знал, поскольку, во-первых, я его поддерживал в Верховном Совете. Кроме того, мы с ним вместе защищали Белый дом в августе 91-го. Вот. И он меня назначил 30 числа, при том, что это было довольно интересное само по себе назначение. Я совсем был молодым человеком, но мне было там 31-32 года. Вот. И Ельцин, честно говоря, сомневался в силу именно моего возраста, смогу ли я справиться с работой губернатора. И он так сказал: ну, ладно, я тебя, конечно, назначу, но я через пару месяцев приеду, проверю. Если не справишься, я тебя сниму. Вот такое было назначение. Вот. А время было, в общем, очень тяжкое. Это же еще был СССР. Это была талонная система. Не было ни молока, там, ни колбасы, ни каких-то детских товаров. У меня как раз маленькая дочка росла, Жанна. Сейчас она работает на РБК журналистом. Вот. И ей уже много лет, ей уже 30 лет. Так вот, она тогда маленький была ребенком, и жена занималась в 4 часа очередь за продуктами. Вот. Мужики требовали, чтобы сигареты завозили. В общем, я там круглосуточно работал. А потом областной совет обсуждал тему статуса главы администрации. Мне ужасно не нравилось длинное, такое безмозглое, бессмысленное чиновное название глава администрации Нижегородской области. Во-первых, я внешне никак не походил на главу администрации Нижегородской области. Во-вторых, мне казалось, что язык сломаешь, пока говоришь вот это все. Поэтому я тогда предложил, памятуя историю России, называть
руководителя исполнительной власти, губернатором. Ельцин, между прочим, был против вначале. Мы это решение приняли на уровне областного совета, а Ельцин возмутился как-то так вот. Там какие-то областные начальники без году недели проработавшие, а это в декабре решение было, принято через несколько недель буквально. Вот они такие принимают самостоятельные решения. Потом, правда, я его убедил, что это нормально. А на самом деле он мне сказал одну вещь. Он говорит: смотри, вот ты губернатор, а у тебя же не губерния, а область. Я говорю: ну вот в этом как раз новация и состоит, что вот я губернатор области. Он говорит: ну это какая-то... Я говорю: у нас ведь, знаете, Борис Николаевич, эклектичная страна. Так что требовать, чтобы все соответствовало истории, трудно. Короче говоря, прижилось это название. Но я как раз был первым губернатором российским. И, кстати, видимо, самым юным. В общем, в детстве я работал губернатором. Сейчас я могу это сказать с высоты лет совершенно четко. А где вас застал путч? Как где? Я был в Москве. Мы с женой собирались ехать в Сочи. Я родился в Сочи. В отпуск. Я жил в гостинице «Россия». Вот. Но с утра меня разбудил, во-первых, дикий крик в коридоре, а во-вторых, гусеницы, которые по брусчатке танковые, так знаете, корёжа асфальт передвигались. Ну, в общем, в 7 утра я понял, что отпуск закончился, и поехал в Белый дом. Дело в том, что я же работал в Верховном Совете, поэтому это для меня было довольно естественно поехать в Белый дом. Куда мне еще ехать? Единственная, жена, конечно, ревела, говорила, что опять я испортил ей отпуск. Честно сказать, на сей раз я ей ничего не портил. Это, скорее всего, все-таки ГКЧПисты сделали. Вот, я приехал туда уже к 9, встретил Ельцина. Вот. Ельцин мне тоже смешную вещь сказал. Сейчас особенно она смешная. Он мне говорит: а что вы стоите, дурака валяете? Идите, получайте оружие. Я ему говорю: а где раздают оружие? Он говорит: как где? Вон во дворе сейчас привезут. Вот я вышел во двор Белого дома, действительно привезли грузовик с автоматами Калашникова. Вообще, это была безумная история, потому что люди реально ходили с автоматами, с калашами, да. И вы взяли автомат? Ну, я взял автомат, потом я его, естественно, в комитете по законодательству там куда-то положил и расслабился. На самом деле, я понял, что если будет штурм, а все время Рудской говорил о том, что вот-вот штурм будет штурм, я понял, что вряд ли мне что-то поможет в этой ситуации. Ну, я ходил какое-то время. Просто это комичная история. Все депутаты ходят с автоматами. Ну что такое? Там была такая забава, которая меня просто умиляла. Там вбегали все в кабинет к Ельцину, там, в кабинете, ну, где вот был кабинет председателя Верховного Совета, да, там, вот, и говорили, что Борис Николаевич, Мане все пропало, вот идут танки по Ленинскому проспекту, идут танки по проспекту Мира, идут еще танки, взяли карту Москвы, там повесили. И, в общем, у меня такое ощущение, что кругом сплошные танки, там, бронетранспортеры. Вот. И каждый считал своим долгом Ельцина напугать, что вот идут какие-то там тяжелые техники, вот там все это перевернуться. На самом деле, почти все это вранье было, так надо прямо сказать. Действительно, шла бронетехника, но ее не было так много, как вот, знаете, вот пытались обрисовать эту ситуацию. Вот. Меня Ельцин тогда назначил уполномоченным Верховного Совета по работе с силовиками. Вы удивитесь, я был в Кантемировской дивизии и в дивизии Дзержинского вот с этой, ну, прямо сейчас скажем, Филькиной грамотой. Там было написано, что вот, этот документ удостоверяет право Немцова вести переговоры с руководителями воинских частей, дислоцированных в районе Москвы и Московской области. Вот. И я действительно ездил в эти воинские части. Должен вам сказать, что армия вообще-то была очень такая нейтральная в то время. И дивизия Дзержинского, кстати, тоже. Они говорили: ну, вы там разбирайтесь как хотите, мы вмешиваться не будем, мы армия, мы от внешних врагов защищаем страну, а не от внутренних. Вот мы не будем занимать ничью позицию. Причем они так совершенно твердо заняли эту позицию, и не было даже в мыслях у них там что-то такое предпринимать. Вот, а потом, поскольку там вот все это двигалось как муравейники, потом вдруг я увидел, что Ельцин в сопровождении там кучи охраны вот, выходит на улицу, вот, и мы тоже как депутаты с ним пошли. А куда его бросить-то?
Ну, вот вышли. Он там сказал, речь ни черта не было слышно, кстати, должен вам сказать. Потому что там особо... Я не помню, был там микрофон, не был. По-моему, не было там никакого микрофона. Вот. Он что-то такое говорил, зачитывая вот эти свои знаменитые указы о том, что вся власть теперь принадлежит там, России и так далее и тому подобное. Вот. Я понимал, что я нахожусь в абсолютно кульминационный такой исторический момент, в момент безграничного доверия к Ельцину, в момент вот, веры в него и в будущее России и так далее. Это я, в общем, понимал. Причем мне даже кажется, что я преувеличивал возможности тогда Ельцина и нас всех действительно все быстро изменить в стране. Кстати, когда я стал уже губернатором, Ельцин же он сдержал слово. Он же приехал не через пару месяцев, а через месяц и 10 дней. А именно 9 января 1992 года. То есть, меня назначили 30 ноября, но вот там он приехал в Нижний, он из Ульяновска летел, вот, приехал в Нижний как раз посмотреть, справляюсь я со своими обязанностями или не справляюсь. У него была такая довольно стандартная партийная система проверки. Первое, что мы с ним сделали, мы заехали в гастроном на площади Горького. Кстати, есть фотки оттуда. Мне в Фейсбуке они сейчас... Мне просто их прислали мои друзья нижегородские. Фотки уникальные, я их раньше не видел. Я могу вам даже дать, наверное, какие-то. Короче говоря, мы приехали, Ельцин сказал: остановите кортеж, я пошел в гастроном. Вот он сам выбирал магазин, чтобы не было ничего подстроено. Там, он тоже любил, когда потемкинские деревни показывают. Вот, мы с ним на площади Горького зашли в гастроном, а дело-то было тяжелое, потому что с начала января отпустили цены, началась либерализация цен, и цены выросли 80 раз. Я не шучу. Например, мы зашли, как сейчас помню, масло было вологодское, оно стоило в магазине 9 января где-то 380 рублей. А до этого по талонам, его не было, естественно, но формальная цена была там масло 4 рубля или там 5, может быть, рублей, ну, копейки, да? Вот, по сравнению с этой ценой. То есть, и Ельцин не мог никак понять, что как так могли цены вырасти. Мы подошли к прилавку, бабушки злые, там, пенсионеры все злые, продавцы вообще в шоке от того, что происходит. Потому что пенсия была равна, грубо говоря, килограмму там, масла или килограмму колбасы. Ну, в общем, какой-то кошмар. Вот. И мы с ним подошли, и вдруг Ельцин меня спрашивает: а кто такие цены установил? Вот. Ну, поскольку я человек был молодой, я говорю, в детстве я был губернатор, вот, и достаточно прямой, я ему говорю: Борис Николаевич, вы, это вы сделали? Он говорит: я? 380 рублей за килограмм масла? Вы что, с ума сошли? Вы же против президента? Я говорю: Борис Николаевич, вы подписали указ о свободном ценообразовании, если вы помните, конечно, об этом. Вот. Но в итоге вот свободное ценообразование привело к таким ценам. Он говорит: нет, я категорически против, цены надо снизить. Значит, в этот момент директор магазина каким-то волшебным образом поснимал ценники со всех прилавков уже. Бабушки вдруг обрадовались, что сейчас цены упадут. Вот пришел Ельцин, значит, цены должны упасть. Действительно, конечно, там они, может быть, и упали на какое-то время, я не знаю, на день или на два. Но рынок есть рынок, куда же деваться там. Вот. После этого Ельцин мне говорит: а кто директор Молокоторга? Ну, я понимаю, я работаю там месяц, 10 дней, какого-то директора Молокоторга, естественно, не знаю. Я говорю: я не знаю, кто директор. Ну, говорит: узнаете, кто директор Молокоторга. Значит, выяснили, директор Молокоторга Докукин. Кстати, имя, фамилия подлинная. Докукин. Докукин? Снимайте Докукина с работы. Я говорю: мы сейчас вот с вами вместе проведем время, потом мы решим с Докукиным все вопросы. Я же не буду сейчас бросать вас и бежать за Докукиным. Вот. А, кстати, к слову сказать, этот Докукин очень смешной. Он оказался директором акционерного общества. Снять его было нельзя, но когда он узнал, что если я его не сниму, то у меня будут проблемы, поскольку Ельцину объяснять, что нельзя снять директора акционерного общества, было очень трудно. Ну, то есть, я не смог бы этого сделать. Да? Вот. Я ему тогда говорю: Докукин, знаешь что? А я его первый раз вижу. Он нормальный мужик, сразу видно. Но цены он никакие не поднимал. Вот. Он просто поставками занимался там, молочных продуктов. Я говорю: Докукин, давай так, пиши заявление по собственному желанию. Вот. Я в соответствии с твоим заявлением напишу распоряжение, что я тебя снял.
Так вот, Ельцин, когда уже сел в самолет и полетел, он с борта самолета, а лететь час до Москвы из Нижнего Новгорода, он мне с борта самолета позвонил, говорит: вы Догукина сняли? Я говорю: снял. Он говорит: пришлите, пожалуйста, мне по факсу ваше распоряжение о снятии Догукина. То есть он вцепился в Догукина, не понимая до конца, в общем, что Догукин очень слабо влиял на ценообразование. Вот. Вообще, это была поездка такая легендарная. То есть он спрашивал людей, как они ко мне относятся. А ко мне реально тогда люди нормально относились, потому что я, во-первых, был избранным депутатом, то есть меня все знали. Кроме того, я один из лидеров был экологического движения в Нижнем Новгороде. И он, когда увидел, что, несмотря на дикие цены, несмотря на огромные там экономические, социальные проблемы, народ ко мне нормально относится, он сказал: нет, снимать я тебя не буду, можешь дальше работать. Ну, в итоге я был 6 лет губернатором. А скажите, а как так получилось, что Ельцин, который совершенно не разбирался в экономике, из деревни, из простой семьи, что он поверил Гайдару и молодым реформаторам, что нужно идти именно по этому пути? Это хороший вопрос. Я думаю, на него повлияли несколько вещей. Первое, Ельцин... Мне Травкин рассказывал, Николай Ильич, я с ним не ездил. Они с Ельциным ездили в Швецию. И зашли там в супермаркет какой-то. В 6 утра. И вдруг обнаружили там свежую клубнику, обнаружили там ананасы, обнаружили парное мясо. И Ельцин заплакал. Прям там. Вот. Потом то же самое было, когда Ельцин был в Америке. Он видел, и он стал задавать такой вопрос: а что, в чем отличие между Россией, допустим, и Швецией, Россией и Америкой? Выяснилось, что там конкуренция, свободное ценообразование, частная экономика, малый и средний бизнес и так далее. И он уже тогда, понимая вот эту разницу и занимаясь поставками продуктов питания в рамках суповых наборов, а это такие были кости, да, полуобглоданные, вот, или выдачей там 300 грамм масла в месяц, или бутылки водки на неделю, да, вот этим всем занимаясь, будучи секретарем обкома в Свердловске, в Москве, вот, он вдруг понял, что все равно надо это делать. То есть это он не понимал экономически, но он понимал чисто политически, что это надо делать. Это первое. Второе, это Гайдар мне говорил, они, после того, как правительство Гайдара появился он в начале ноября 1991 года, они очень много времени с Ельцином проводили, объясняя ему суть реформы и проблем. Третье. Ельцин видел, что страна на пороге голода и холода находится. Он это видел, у него такая была интуиция очевидная. Я это понял, когда стал губернатором. Ну, я не спал вообще практически, я хоть и молодой был, но, тем не менее, это было невыносимо. Я был диспетчером. Сюда отправить там машину с молоком, сюда с мясом, сюда хлеб, вот мука. Первое мое совещание было о состоянии дел там с запасами зерна. Зерна было на 2 дня. Топливо, уже зима на дворе была, да, конец ноября, начало декабря. И она, кстати, суровое. Топливо было на 3 дня. Я с этого начинал работу. То есть, на самом деле, страна была реально на пороге голода-холода. И они объяснили Ельцину, что если не включить вот эти рыночные механизмы, то, в общем, неминуем просто голод. Неминуем голод. И я думаю, что Ельцин поверил Гайдару. Он, конечно же, считал Гайдара человеком из науки больше философски размышляющим, совершенно непрактичным, совершенно непрофессиональным, считал его скорее ученым, но, тем не менее, он понимал, что вот другого выхода нет. Он, конечно, да и Гайдар, кстати, тоже, они последствия этой либерализации не могли оценить. И, собственно, Нижний Новгород, пожалуй, был первым городом, где Ельцин вдруг увидел взрывный рост цен, когда там цены выросли в 50 раз, 60 раз и так далее. Честно говоря, Ельцин тогда был в шоке. Мы потом с ним поехали на Горьковский автозавод, и, естественно, рабочие там на конвейере ему говорили: а сколько терпеть-то это безобразие можно? Вот цены у вас выросли там не в 2, не в 3, а там в десятки раз. И когда это все закончится и так далее. И Ельцин, абсолютно будучи уверенным, что он прав, говорил: так, дорогие друзья, потерпите, через 6 месяцев жизнь наладится. Он потом... они там его проводили аплодисментами, это было нормально. Я не знаю, есть ли хроника вот его выступления перед нижегородскими рабочими. Есть у вас это? Ну, найдем обязательно. Да, я помню эти слова. Потом он сошел с пьедестала, такой было искусственно все сделано, конечно. Вот. Ему очень не понравился генеральный директор завода Ведяев.
Борис Павлович очень не понравился. Ельцин там устроил, конечно, такой цирк. Мы пришли в столовку в заводскую. И там, значит, какая-то серебряная посуда, какая-то уникальная совершенно еда, как в ресторане. Работяги все в таких чистых робах. Вот. Не вилки у них там с ложками алюминиевые в кирзовых сапогах, а все у них так все красиво, элегантно. И Ельцин взял сначала поднос, потом мне говорит: пойдем отсюда. Я говорю: в смысле? Ну, говорит, все, показуха, я не могу. Будет потом весь завод рассказывать, какой я придурок, что не мог даже разобраться, что специально для меня эту столовку сделали. Вот, я говорю: ну, неудобно как-то перед Ведяевым, он нас пригласил, все. Он говорит: ничего, он будет всю жизнь помнить, как надо себя вести. Мы ушли, Ведяев упал в обморок, как мне потом сказали. Просто повернулись и ушли. Вот, это тоже незабываемый был момент этой поездки. Но главное, я его спрашиваю: Борис Николаевич, а вот вы сейчас рабочим сказали, что через 6 месяцев жизнь наладится. Вы откуда это взяли? Откуда вы взяли? Он говорит: ну, а сколько? Ну, может быть, лет 20. Может быть, 3 года. Вот вам кто сказал, что через 6 месяцев жизнь наладится? Я пока вот не вижу никаких признаков того, что она наладится. Я вижу, что мы вступили... Да, голод отступил. Да, действительно, прилавки заполнились. Да, действительно, у меня нет проблем с поставками. У меня, правда, денег нету. Ни в бюджете нет, ни у народа нет денег. И как это все начнет работать после там, более чем 70 лет коммунизма, я не представляю. Он говорит: нет, ну, все-таки больше... Мы не договаривались с Гайдаром, что больше. Я потом Гайдару говорю: Егор, а вы договаривались с Ельциным насчет 6 месяцев? Он говорит: да я вообще ему ничего не говорил. Я говорил, что это будет тяжелый тернистый путь. Он говорит: а он все время от меня требовал сроки. Ну, как обычно, партийный начальник. Говорит: ну, сколько терпеть-то? И в итоге он сам для себя решил, что это 6 месяцев. И он везде потом говорил про эти 6 месяцев. Откуда он их взял, я не знаю. А какие проблемы вам нужно было решать в области, когда начались гайдаровские реформы? Ну, у меня была очень жестокая битва с Гайдаром же. Конечно, потом мы с ним... Я люблю Гайдара, считаю его великим человеком. Вот. И рано он от нас, конечно, ушел. И он очень много сделал для нашей страны. Но там у нас с ним была битва. Она была по нескольким параметрам. Первое. У нас не было наличных денег. Физически не было. То есть, люди... Была такая галопирующая инфляция. Ну, то есть, так росли цены, что надо было все время менять номиналы денег. То есть, вот деньги сейчас, мы знаем, какие у нас номиналы: 100 рублей, там, 500 рублей, там, 10 рублей, 50, да? Вот. И более-менее цены хоть растут, но они не быстро. А там они росли в месяц на 20-30%. И физически не хватало денег, чтобы зарплату выдавать. И у меня мужики, у которых зарплата начислена, но не выдана, они стали перекрывать улицы. Требуют, чтобы им просто наличные деньги выдали. Кредитных карт тогда не было. Понимаете, никаких платежей таких безналичных не было. Вот в итоге на многих предприятиях стали выдавать в счет будущих наличных денег вот эти вот пайки. Вроде продукты-то есть, но физически ты за них заплатить не можешь. И тогда я решил напечатать Нижегородский областной заем, который потом стал называться немцовками. Это не я назвал. Вот. И вот этот заем, облигации, они стали средством платежа, то есть местными деньгами. И у Гайдара случилась истерика, он меня хотел убить. Ну, вот я ему говорю: Егор, смотри, у меня выбор простой. Либо рабочие, ну, все-таки Нижний – это промышленный регион. Реально много, причем военно-промышленные предприятия занимали львиную долю экономики. Там авиационный завод, ядерный центр на юге, вы знаете, да, где работал там и Курчатов, и Сахаров, и Зельдович, и Харитон. Атомную бомбу-то в Нижегородской области делали. Ельцин-то еще из-за чего меня назначать не хотел. Я физик вообще-то. Но он не хотел меня назначать, поскольку он боялся, что такой пацан, да, должен управлять регионом, где ядерное оружие производится. Вот. И я говорю: выбор у нас такой. Либо у нас бунт рабочий, либо у нас бунта нет, но вот будут тогда ходить такие местные деньги под названием немцовки. Вот. Егор хотел меня там уголовное дело возбудить и так далее и тому подобное. А, кстати, немцовки эти я напечатал в Перми на фабрике Госзнака. Ну, тогда свобода была, конечно, невероятная. Я приехал, говорю: мне надо облигации напечатать. Напечатать? Они говорят: да, пожалуйста. Я сам лично прямо на эту фабрику приехал. Они не сохранились? Ну, они раритетные. Ну, они есть, конечно. Они у меня есть. А, кстати, по ним там можно было выигрывать всякие призы, холодильники, телевизоры. Это облигации, на самом деле.
Просто их народ использовал, они настолько, люди, ну, мне более-менее доверяли, что они знали, что эти облигации можно в деньги превратить. Или второе. Поэтому их сами магазины, когда им ничего не предъявляли, они их принимали как средство платежа. Они стали деньгами. Потом они стали там, всякими продовольственными деньгами. Потом они стали бензиновыми деньгами. В общем, мы их использовали много раз по назначению. И они очень... По ним, кстати, еще процент шел по этим облигациям. То есть, люди могли как-то свои сбережения сохранить. Вот. И у нас был дикий конфликт с Гайдаром, потому что Гайдар боялся, что развалится финансовая система страны из-за того, что Немцовых будет не только в Нижегородской области много, а и во всех других. Вот. Это первое. Второе. Я был против либерализации цен на бензин. Я объясню, почему. У нас... Это сейчас много бензоколонок, тут Лукойл, Роснефть, там Газпромнефть, и есть конкуренция. А тогда все было в руках одной монополии. Ну, у нас в области это был Нижегород нефтепродукт. И монополии говорить, устанавливать любые цены – это абсурд. Поэтому мы тогда с Гайдаром ругались. Я ему говорю, давай сначала мы эту монополию разрушим, создадим конкурентов, и потом цены отпустим. Вот. В итоге тоже ругались сильно. Я, кстати, был прав. По первому пункту я был не прав, а по второму я был прав. В итоге там Гайдар очень сильно на меня наехал, и я был вынужден эти цены там отпустить. Вот они дико выросли, и у меня проблемы возникли с транспортом, с пассажирским, потому что огромные расходы на бензин для автомобильных предприятий привели к тому, что просто автобусы не выходили на линию. Нечем было платить. Что Ельцин увидел вас в Нижнем Новгороде? Почему он пригласил вас в правительство? Ну, во-первых, это же 97-й год, март. Это массовые забастовки. Ельцин уже болел, ему уже сделали операцию, он плохо себя чувствовал, он мало ходил на работу. Действительно, очень тяжелая была у него операция на сердце. Вот. В стране начинались... Дико росло забастовочное движение. И, собственно, в первую очередь, кстати, в шахтерских регионах оно росло, но не только. В промышленности... В целом была вот такая забастовочная активность, очень мощная. И нужно было как-то повышать доверие к власти. Я не знаю, кто там принимал решение, но в итоге мне позвонил Валентин Юмашев. А он тогда главой администрации работал, это начало 97-го года. И сказал, что вот мы тут посовещались, сейчас к тебе приедет Татьяна Борисовна, и все тебе расскажет. Ты уж, пожалуйста, восприми это, во-первых, спокойно, а во-вторых, лояльно. Вот. Дальше случилась вообще фантастическая история. После звонка Валентина Борисовича ко мне не Татьяна Борисовна сначала приехала, а Березовский. Да, а Валя сказала мне смешную вещь. Он говорит, там, знаешь, Таня поедет на машине, когда она въедет в область, ты скажи гаишникам, чтобы они... ее машину сопроводили до Кремля Нижегородского, где мой офис был. Я говорю, ну, конечно, естественно, пусть она там позвонит, или ты позвонишь, и все нормально будет. Вот. Но поскольку на машине ехать даже... Ну, тогда пробок особо не было, но все равно там 420 километров, на машине ехать там 4,5 часа надо, 5 часов. Вот, они поехали на машине, а Борис Абрамович, услышав, что они решили меня пригласить в правительство, Борис Абрамович сел в самолет и прилетел раньше. Значит, бежал ко мне в кабинет и говорит, так, Боря, значит, так, я все вопросы решил, все схвачено, ты будешь первым вице-премьером, вот, все разрулим, раз... Я говорю, Боря, а ты кто? Вот ты решил, ты что ты решил? Как ты решил? Расскажи, как ты решил. Не, ну ладно, ты же понимаешь, там, ну, Борис Николаевич плохо себя чувствует, болеет, там Таня Валя тоже. В общем, они там слушают меня и так далее. Короче говоря, болтал там без умолку. Я ему говорю, никуда я не пойду, я не знаю, кто ты такой, почему я тебя должен слушать. Вот. А он тогда был формально... Ну, он уже был олигархом, естественно, там руководил Первым каналом, ОРТ. Но формальная его должность была уже тогда замсекретаря Совета Безопасности. Но это ни о чем, на самом деле, должность, скажу вам по секрету. Вот. И скорее его статус был Березовский Борис Абрамович, не более того. И более-менее мы это понимали все, конечно. И я тоже понимал. Ну, вот в процессе его вот этого красочного рассказа о том, как он решил все мои проблемы и как я вот-вот перееду в Москву, в этот момент позвонил как раз Валентин Борисович и сказал, ну, в общем, Таня уехала в область, и давай там
сопроводить машину. Вот. И я Березовскому говорю, ну, сейчас, подождите, Борис Абрамович, секундочку, скоро Таня сюда зайдет. Это была, конечно, не моя сцена. Когда я сказал, ну, сейчас скоро Таня сюда зайдет, он сказал, а где у тебя здесь черный ход? Я говорю, в смысле? Я говорю, ты что, Керенский, может, тебе там еще платье одеть, чтобы ты там через черный ход как там пролез. Вот. Короче говоря, Боря куда-то исчез, как сквозь землю провалился. Очень такая, я бы сказал, картинная история. Боря ушел, и Таня пришла. Буквально там с интервалом там, несколько, может быть, минут. Вот. Она такая озабоченная входит, я говорю, Татьяна Борисовна, плохо вы вообще работаете? Ездите не поймешь на чем. Наверное, хотите мне рассказать про то, что Борис Николаевич меня хочет назначить первым вице-премьером. Говорит, что случилось? Я говорю, ну, Березовский уже был, все рассказал. И тут Таня разразилась. Она вообще-то сдержанная, там, она нецензурные слова знает, но не употребляет. Вот. Ну, кстати, ее отец тоже. Вот я не помню, чтобы Ельцин матом ругался. В каком бы он ни был состоянии. Я его видел во всех состояниях, но вот в каком бы я ни, такого не было. Вот. И он, кстати, все время меня ругал, потому что вот мы с Черномырдиным свободно владели русским языком. Ну, мне до Черномырдина далеко, конечно, но я не спорю, я там такая бледная тень Виктора Степановича, но все-таки я так могу изъясняться. Короче говоря, Таня очень расстроилась. Стала говорить, что Боря проходимец, что он подслушал и побежал, что это очень некрасиво, и что, конечно, ты же понимаешь, что все не так. Вот. А мне, откровенно говоря, не хотелось идти работать в правительство. По ряду причин. Первое, я был избранным губернатором. У меня очень много чего происходило в области хорошего. Да? Там, я восстановил там, Нижегородскую ярмарку. У меня создано было 150 тысяч частных предприятий. Я построил больше 2000 километров дорог. Больше 100 мостов. У меня работала программа для молодежи метр за метром жилищная. Я занимался развитием телефонизации в области. Сейчас это кажется банальностью, а тогда вот эти мобильные телефоны, это была экзотика. Да? Вот. У меня была куча образовательных всяких программ. Программа «Одаренные дети», программа там, «Дороги и храмы». Ну, то есть, я делал довольно много вещей, поэтому, собственно, меня и выбрали. Хотя время-то было тяжелое, как гражданин Путин говорит, лихие 90-е. Но вот в эти лихие 90-е, тем не менее, в условиях конкуренции политической, а не этого безобразия нынешнего, да, за меня люди голосовали. Я обещал им работать, а не в Москву уезжать. Это первая причина. Вторая причина. Мне московские мои товарищи говорили, что, в общем, работать первым вице-премьером, во-первых, бессмысленно, поскольку решение все равно не ты будешь принимать, а во-вторых, это работа камикадзе. Ну, то есть, очевидно, что, короче говоря, прийти в условиях там, дикого экономического кризиса, спада, забастовок, да, не имея достаточных рычагов, и вот так чудесным образом все изменить у меня не получится. Я это понимал. И поэтому я Тане сказал, что я не пойду работать. Вот. И тогда Таня заплакала. Она просто заплакала. Она заплакала и сказала она вещь, после которой, ну, мне было уже трудно возразить. Она сказала, что вот когда тебе было трудно, тебе мой отец всегда помогал. Сейчас у меня отец болеет, и нам очень всем тяжело. Я понимаю, что с точки зрения политической, может быть, тебе и не стоит, но с точки зрения человеческой ты это должен сделать. И действительно, тогда вот выбирая между прагматизмом политическим и чисто человеческими отношениями, которые у меня были с Ельциным, они у меня были очень хорошими, вот, я выбрал решение Ельцину помочь. Потом все меня ругали и так далее. У Ельцина еще была такая романтическая мысль, что я могу быть его преемником. Мы сейчас к этому подберемся. Да, ну, короче говоря, это была работа камикадзе, я все отлично понимал, но отказать Ельцину я всерьез не мог, хотя знал, что, в общем, сделать мало что удастся. А какие основные задачи были перед вами после переезда в Москву? Там было очень интересно. Там я приехал к Ельцину, у меня была программа, она называлась «Преодолеть бандитский капитализм». Кстати, термин тоже мой. Его потом там приватизировали. А вот первый пункт этой программы звучал так: национализация Кремля. Ельцин просто был в полном... Он говорит, что это такое? Я говорю, понимаете, Борис Николаевич,
пока вы тут болели, да, Кремль приватизировали. Он говорит, кто? Я говорю, ну, вот это вся братва, вот олигархи там и так далее. Вот, они тут назначают людей, снимают, там какие-то залоговые аукционы устраивают. Ну, вообще полный беспредел. Кремль надо национализировать. Он говорит, как? Я говорю, давайте сначала пропуска в Кремль у них отберем. А это очень по-ельцински. Вот там отобрать пропуск, там мигалку, вот это ему так было понятно. Он говорит, нет, этот пункт мы 100% реализуем. Кстати, он не был реализован. Вот он не был. Когда стали разбираться, он не был. Первый пункт была национализация Кремля, пропуска, элементарная вещь. Потом там мигалки, пропуска, ну, в общем, все атрибуты власти у них надо было забрать. Вот. Второе – это прекращение залоговых аукционов. Кстати, это было сделано. Это, кстати, вот я пришел, не было ни одного залогового аукциона. Вот потом был пункт о запрете частным банкам управлять государственными деньгами. Это важный очень пункт. Это было сделано. Потом был пункт всякие конкурсные распределения денег и так далее. Это тоже было сделано. Довольно много было сделано из той программы, но пропуска у Березовского и Гусинского не отобрали. И это, конечно... Я, кстати, не могу понять, почему элементарную эту вещь не удалось сделать. Она могла бы изменить, между прочим, ход истории. Вот. И Ельцину я когда показал эту бумагу, я говорю, вот это, собственно, план моей работы. Я бы хотел, чтобы вы в целом там его одобрили. Он сказал, мне очень нравится этот план. Давайте. И действительно, поначалу Ельцин меня сильно поддерживал. И очень много удалось сделать. Ну, все запомнили это про пересадку автомобилей, но это полная ерунда. Это просто полное вот такое вот ничтожное дело, которое мне там на самом деле много удалось сделать. Например, есть две программы, которые до сих пор Путин реализует. Мои. Ну, сейчас просто, если покажут это, то он не будет этого делать, наверное. То есть, первая программа – это жилье для военных. Это когда мы придумали выдавать прямо на банковские счета военных суммы, с тем, чтобы они могли либо купить квартиру, либо ее построить, вступив там в кооператив. И по этой программе 140 тысяч семей военных получили жилье. Эта программа до сих пор существует, называется она «Жилищные сертификаты». Вот. Вторая программа – это подготовка управленческих кадров за рубежом. Это моя тоже программа. Называлась она в народе «Птенцы Ельцина». То есть, мы ребят, которые из разных сфер, кстати, и из бизнеса, из науки, деятелей культуры, просто творческих людей мы посылали на стажировку за счет государства и в Европу, и в Северную Америку, и в Китай, кстати. И по этой программе тоже сотни тысяч людей прошли, молодых. Многие меня до сих пор на улице встречают и знают, что, в общем... Вот Ельцин тогда активно эти программы поддерживал. Там мы встречались, собственно, с ребятами. Эти две программы. Ну, это то, что осталось в живых. Там были еще вещи такие важные. Но... А приблизительно первые полгода вы работали с Черномырдиным. Расскажите, почему его убрали? Черномырдин был не первые полгода. Я с Черномырдиным работал ровно год. Я работал с марта 97 по март 98. Значит, Черномырдина убрали, поскольку он для Ельцина оказался слишком самостоятельным. Его самостоятельность выразилась в том, что где-то, по-моему, в начале 98 года Черномырдин поехал в Америку. Была такая знаменитая российско-американская комиссия «Город Черномырдин». И там на пресс-конференции, это тоже очень русская такая традиция, отъехать подальше и что-нибудь такое сказать. Вот. Значит, они там где-то то ли в Вашингтоне, то ли в Нью-Йорке, я не помню где. Короче говоря, сидя друг с другом, Черномырдин вдруг сказал, ну, Ал – это имя гора. Ну, Ал, в 21 веке мы с тобой будем определять ход мировой истории. Это были роковые слова. Дело в том, что они с Ельциным тогда не договорились. Ельцин тогда понял, что Черномырдин решил идти на президентские выборы, не договорившись с ним по этому вопросу. И он очень сильно по этому поводу, Ельцин, возмущался, там, мне об этом говорил и так далее. Говорит, как это так? Это же серьезное дело, почему со мной он не советуется? Вот. Я, кстати, Ельцину говорил, что вы должны понимать, что Виктор Степанович человек очень лояльный и вам преданный, но одновременно он человек самостоятельный. У него такая судьба, такая история, что он же не мальчик бегать там по каждому вопросу. Он для себя, видимо, решил и, наверное, все-таки с вами бы посоветовался. Ну, как человек из системы. Он же не с улицы прибежал, правильно? Ну, в общем, короче говоря, это было последней каплей. Итак, убрали Черномырдина. И откуда появился Кириенко?
Кириенко со мной приехал из Нижнего Новгорода и работал заместителем министра топлива и энергетики. Вот. Потом с декабря 1997 он стал министром топлива и энергетики. Вот. Он такой парень системный, корпоративный, вот, лояльный. Ельцин, когда Черномырдина снял, он исходил из следующего, что человек должен быть абсолютно мне лояльным, что человек не должен быть самостоятельным. Это, кстати, важно. Для Ельцина тогда, после Черномырдина, это было важно. Человек не должен был быть связан с олигархами. Вот, человек должен быть достаточно все-таки опытным, поскольку правительство есть правительство. И когда посмотрели на шорт-лист, то выяснилось, что этим качеством удовлетворяет Кириенко. Вот, собственно, и все. Так появился Кириенко. Это правительство часто называют второй командой реформаторов. Расскажите, кто был в этом правительстве и какой вес был у каждого? Ну, смотрите, мы, во-первых, вопреки мифам, которые насаждаются, что все было плохо, 1997 год был первым годом экономического роста. Вот. И, кстати, 1997 год был первым годом, когда реальные доходы людей росли. Если бы не вот эти все скандалы, которые олигархи затеяли, там, дело писателей, скандал вокруг Связинвеста, потом правительственный кризис, отставки, я думаю, что мы бы даже и дефолт могли преодолеть 1998 года. Ну, надо было просто девальвацию сделать аккуратно. Вот сейчас идет девальвация, никто же не выходит там с вилами на улицу. Ну, поэтому надо было все спокойно делать. Ну, опять, сослагательное наклонение – дело такое. Значит, задачи, которые у нас стояли, они были предельно ясными. Задача была отделить бизнес от власти. Задача была укрепить действительно институты частной собственности и укрепить малый и средний бизнес. Задача была, собственно, развивать инфраструктуру страны, имеется в виду дороги, газопроводы. Вот. И, собственно, укреплять институты демократии. Как бы это ни звучало банально, но они, кстати, тогда и были. Вот. Никто не пытался там зажать рот журналистам, никто не пытался уничтожить местное самоуправление и федерализм. И страна, хоть и по ухабам, но вообще-то двигалась в правильном направлении, вы удивитесь. Вот это, то, что случилось потом, контрреволюция, она же на самом деле только страну в 19 век бросила. Такое архаичное, самодержавно-крепостническое, халуйское, вороватое полицейское общество. Ну, кошмар совершеннейший. Вот. Частично нам удалось эти задачи решить, частично не удалось. Вот, конечно, возможности, которые сейчас есть у власти, у нас тогда близко не было. Во-первых, был парламент оппозиционный, который постоянно импичмент Ельцину объявлял. Да? Во-вторых, ни одно из содержательных решений через него пропустить нельзя было. Я вам пример приведу. Вот, например, мы решили провести аудит «Газпрома». Ну, «Газпром» же это государство в государстве, да? Вот, и мы тогда впервые решили провести аудит этой компании с тем, чтобы выявить там всякие резервы, мягко говоря, там, знаете, офшорные схемы и так далее. Вы знаете, что коммунисты были против? Зачем? Чем хуже, тем лучше. Вот логика у них была ровно такая. То есть, по каждому вопросу постоянно палки в колеса. Это сейчас же у нас этот бешеный принтер голосует за все, что угодно. А тогда это все, каждое решение, даже самое очевидное, в общем, было трудно провести. Что еще удалось? Например, я горжусь тем, что удалось ввести упрощенную систему налогообложения малого бизнеса. Знаете, что это мы сделали? Ну, вот патентная система, когда просто патент покупаешь и все, или платишь 1 миллион налог, это как раз мы делали. Я вам больше скажу, что корнями это уходит как раз в нижегородскую практику. Знаете, почему это укоренилось? Значит, нам в Нижнем, когда я был губером, ларьки, там мелкие кафе налоги не платили, они платили бандитам. Мне это надоело, я попросил у нашей доблестной полиции принести мне бандитские прайс-листы, сколько какой ларек платит дани. Ну, повсеместно карту дали города, вот мне нарисовали там, этот платит $100, этот 200. Я это взял просто и своим указом утвердил как платеж в бюджет, не изменив ни одной цифры. То есть, все бандитские платежи мы утвердили как налог с точки. Вы ахнете, платить стали все тут же за секунду. А когда бандиты прибежали в ларьки, типа, а где наши дани, говорят, к Немцову идите.
Ельцину очень это нравилась идея. Безумно. Она, кстати, до сих пор живет. Вы знаете, когда все-таки вот из народных недр, пусть даже и таких, скажем так, авторитетно-криминальных что-то рождается, то это часто бывает очень даже плотно сидит в голове. Вот. Еще я напомню одну вещь, она предельно важная. Ельцин тогда и мы все работали в условиях цены на нефть $10 и в условиях недавнего банкротства СССР. То есть, когда все связи нарушены, когда отношения собственности отсутствуют, опыта никакого рыночного нет. И плюс еще нефть. Мне снилась нефть $20. Я был министром топливной энергетики, и мне снилось, что у нас нефть $20, и мы живем как в Кувейте, рожающие мамы получают $25 тысяч за каждого рожденного ребенка. Вот у нас в центре России вот такие курорты и так далее. Такие сны мне радужные снились при цене 20. Сейчас больше 100, а все, страна в кризисе находится. Вот. Нефть тогда стоила $8 во время дефолта. Просто я напомню. Потому что, когда говорят, что вот Ельцин был такой плохой, а Путин хороший, у меня всегда вопрос к этим господам, ко всем. А представьте себе, что Путин был президентом при цене на нефть $8. Сколько минут он бы просидел в Кремле, пока его на вилы бы не вынесли через Спасские ворота? Сколько? Я думаю, минут 10, наверное. Очевидно совершенно, что просто одному повезло, а другому сильно не повезло. Расскажите, пожалуйста, немного о противостоянии олигархов и правительства. Олигархи относились к правительству и к стране как к своей вотчине, что меня безумно раздражало. И борьба с олигархами занимала очень много времени. Например, Борис Абрамович, царство ему небесное, хотел, вы ахнете, возглавить «Газпром». Вы слышали про эту историю? Вот. А я тогда как раз курировал «Газпром». И он угрожал мне всячески, что я возглавлю «Газпром» и так далее, так далее. Подписывайся. Более того, он убедил Черномырдина, что он возглавит «Газпром». И Вяхерева, тогдашнего председателя правления. Вот. Бегал, пугал меня там, и так далее и тому подобное. Слава богу, «Газпром» мы ему не отдали. Потом они решили захватить «Связинвест», все телекоммуникации. Мы им сказали, платите деньги, они заплатили меньше, чем поддали. Потом они устроили информационные войны против нас, поскольку контролировали и Первый канал, и НТВ. Короче говоря, сейчас они локти кусают. Но один-то уже на том свете, а второй, я думаю, Гущинский вряд ли счастлив, что он тогда занимал такую позицию. Это была ужасная позиция. Она на самом деле по ним ударила. Начнем с этого. Но главное, черт с ними, главное, что она по стране сильно ударила. Насколько я понимаю, у Бориса Николаевича была идея сделать вас преемником. Он даже об этом несколько раз публично упоминал. Можете что-то рассказать об этом? Борис Николаевич человек сложный. В одной его голове умещались преемники от Немцова до Путина. Знаете, когда вот одним словом... Все-таки мы с Путиным немного разные люди. Чуть-чуть совсем. Вот, и когда в одной голове два преемника такого, с таким диаметрально противоположным представлением о жизни и о стране, да, то, согласитесь, это необычный человек только так может думать. Он в 1994 году, когда еще был губернатором, впервые, находясь, я даже помню это место, это был теннисный корт садика Пушкина в Нижнем Новгороде. Он впервые, вроде как в шутку, сказал: слава богу, я спокоен, можно уходить на пенсию. Вот, слава богу, есть молодой парень, нижегородский губернатор, он будет моим преемником. Кремлевский пул, который там был, и журналисты местные, они, естественно, в полном шоке. Вот. А я тоже был шокирован, но совсем по другой причине. Не из-за того, что у меня там радужные перспективы переезда в Москву мерещились. Нет, совсем. Я отлично понимал, что с этого момента у губернии возникнут проблемы. Вся эта бюрократия московская, которая так-то не сильно там меня любила, она просто будет закрывать вентили, она будет перекрывать кислород для области. И действительно, когда Ельцин уехал, область отрезали от всех программ государственных. Сказали: не будете участвовать, и все. Потому что у них там, видимо, свои какие-то были интересы. Вот. И я Ельцину потом звонил и говорю: Борис Николаевич, что вот вы сделали? Вы там сказали что-то? В итоге вот у меня куча программ останавливается. Это нормально? Он говорит: а что надо сделать? Кому позвонить? Я говорю: звонить, может, и надо кому-нибудь, но
в принципе, надо как-то так спустить это дело на тормозах, не форсировать. И он довольно себя вел потом сдержанно. Второй раз ему эта мысль стала близка, когда я уже в правительстве работал. Но потом, когда у нас началась война с Березовским, когда началась война с Гусинским, с олигархами, вот, они там по периметру бегали, на него давили. И как-то раз, когда открывали часовню Бориса и Глеба здесь, на Арбатской площади, Ельцин мне сказал: я устал вас защищать. Сказал одну фразу всего. Ну, без всяких вводных там, устал защищать. Ну, для меня было ясно, что это конец истории. Я говорю: Борис Николаевич, знаете, вот вам не надо меня защищать, я уже взрослый человек. Вот, и если вы думаете, что там надо идти на какие-то жертвы, то этого не надо делать. Вот. А точку в моей истории с преемником поставило мое твердое решение снять Березовского с работы. Вот. Я тогда приехал с Чубайсом, кстати, к Ельцину на дачу с указом о снятии Березовского с работы. Меня встретили на крыльце Валя с Таней, бледные, и сказали, что я сошел с ума. Зачем мне такой враг нужен, который будет мстить и уничтожать потом меня до последних дней. Вот. Я сказал, что я считаю, что совмещение бюрократической деятельности и бизнеса, а он тогда занимался Аэрофлотом, Логовазом, ОРТ и так далее, что это коррупция в чистом виде. И, в принципе, у Ельцина есть выбор. Либо он меня снимает, либо Березовского. Ну, я ему так сказал. Я говорю: Борис Николаевич, вы либо меня убираете, либо Березовский. Я с ним работать не буду. Он говорит: вы только не ставьте мне ультиматумов, у меня такого вопроса в голове нет. Где указ, где решение по Березовскому? Я говорю: вот решение. А там так все красиво было, там такая бумага, на ней такая гербовая, такая оттиск, указ, номер на этой бумаге есть, бумага, знаете, такая гербовая и так далее. Он берет эту бумагу, ручку, так зачеркивает слово указ. У меня прям волосы дымом стоят. Я говорю: что вы делаете, можно узнать? Он говорит: а почему я должен Березовского снимать указом? Я говорю: ну как почему? Кто он такой, чтобы его указом снимать? Я его сниму распоряжение. Вы не против? Пишет: распоряжение. Вот так вот. И, значит, подписывает. Это было комично, конечно, совершенно. Дальше, что было прикольно. На этом указе не было виз. В принципе, это нарушение. Почему? Потому что, когда я с этим указом пришел к Черномырдину, он сказал: ты что, с ума сошел? Просто меня выгорит: иди отсюда, я тебя вообще не видел. Я говорю: Виктор Степанович, все ясно. А Виктор Степанович не хотел с ними ссориться ни с кем. У него там какие-то были отношения. Ну, он там помудрее, постарше меня был. Вот. Я пришел с указом, на котором была одна виза. На этом указе была виза Руслана Орехова. Руслан Орехов – это главное правовое управление президента, это главный юрист Кремля, который Березовского не любил и был совершенно отвязанным, на самом деле, парнем, хотя абсолютно такой юрист, он не политик. Вот. Он визу поставил, и Ельцин, перевернув бумагу, увидев одну визу, мне говорит: что-то, говорит, немного виз вы собрали. Обычно, знаешь, на указе там все исписано визами, там какие-то управления, министры, замминистра. Что-то, говорит, одна виза. Вообще не густо как-то у вас с визами. Тяжело, наверное, вам далось, да, такие указы готовить. То есть, это был такой очень, я скажу, прикольный момент в моей жизни. Вот потом мы с Чубайсом совершенно... Да, Чубайс молчал все время. Он просто так, для компании. Я говорю: пойдем вместе. Он тоже хотел его снять, но просто он не такой был отвязный, как я. Поэтому его функция стояла в том, чтобы он был рядом. То есть, дискуссия закончилась вот после подписания за секунду. Мы вышли, встретили Таню с Валей, еще более бледные, потому что они спросили: как дела? Я говорю: ну, как дела? Ну, тут распоряжение о снятии подписано. Вот, мы как на похоронах там выпили. Ельцин при этом веселый был. Вот когда говорят, что его там Березовский, кто-то там что-то им управлял, это абсолютная чушь. Просто полнейшая. Он вообще знать не знал. Он, может, и знать не знал на самом деле, но то, что им они не управляли, это точно. Это просто неправда. Скорее, там родственники влияли как-то, но то, что эти люди, нет. Они для него вообще какие-то космические. Он не понимал вообще их миссию, функцию, зачем они нужны, почему они такие влиятельные. Причем это была не фигура и не поза, а он реально этого не понимал. А почему это поставило точку на вашей кандидатуре?
Не, ну все, после этого был закрыт эфир, после этого одна чернуха началась, там белые штаны и вся программа. Ну, то есть, началась такая черная пиар-компания, в которой там Доренко участвовал, многие другие. Не, ну все, это после этого все было. То есть, «Газпром» Березовскому не отдал, «Связинвест» ему не отдал, и еще Березовскую с работы снял. Ну, все. Ну, то есть, красавец, лучший, можно сказать. Расскажите, почему вы не остались в правительстве Примакова? А нельзя одному ничего сделать. Примаков человек умный, но советский совершенно. То есть, человек, который мечтал об оси Москва-Пекин-Дели. Это абсурд полнейший. Это особенно вот, понимаете, мне нравится вот эта ось Пекин-Дели. Значит, когда там Тибет, вы, наверное, знаете историю с Далай-ламой, и как эту вот ось построить, еще с Китаем. И он истинно про это говорил со мной. И говорил, что я ничего не понимаю. Я ему про Далай-ламу, а он мне рассказывал про противовес империалистам США. Вот эту ахинею я не мог слушать вообще в принципе. Хотя он производит впечатление человека очень солидного, такого образованного и так далее. Но это был чистый совок. Вот чистейший. Я за свою жизнь столько этих совков навидался в разных... Черномырдин, вы удивитесь, не был совковым. Вот это удивительно, он не был. Ельцин не был. То есть, это были люди, достаточно восприимчивые к новому, люди, не боявшиеся отличного от их точки зрения, люди терпеливо, хотя и без особой любви, слушающие критику в свой адрес. Ельцин ненавидел критику, но слушал. Ему было глубоко это неприятно, но он цензуру не устанавливал. А были люди совковые. Вот с совковыми людьми я безумно не хотел работать. Мне жалко было времени. Поэтому я сказал, нет. Я, кстати, Ельцин сказал. Он мне позвонил, говорит, оставайтесь, сидите и работайте. Я говорю, я не буду работать. Он говорит, почему? Я говорю, ну, ничего нельзя сделать. Ну, один в поле не воин. Я ничего не могу сделать. Я ушел сам. Он мне не хотел. Он, когда Кириенко уволил, он мне позвонил. Сказал, а вы работаете, вы же за дефолт не отвечали, вы за финансы не отвечали. Идите и работайте. Я сказал, нет, до свидания. Из кого Ельцину пришлось в итоге выбирать? Ну, у него скамейка была такая очень куцая. Ну, давайте я сейчас всех вспомню. Значит, на скамейке был Аксененко, царство ему небесное, это бывший министр путей сообщения. Был еще Булгак, который там потерялся, это бывший министр связи. Был Степашин, был вот Примаков, очень хотел Лужков, естественно, и Путин. Ну, вот, собственно, вся скамейка. У него других кандидатов никого и не было. Вот Путин, он... Я могу сказать, почему Ельцин... Ну, моя версия, почему Ельцин выбрал Путина. Я считаю, это одна из его самых главных ошибок в жизни. На самом деле, Ельцин сделал две крупные ошибки в жизни. Одна Путин, вторая Чеченская война. Ну, две, если совсем вот по-крупному. Вот. Причем, мне кажется, что он под конец жизни это понимал. Может быть, не хотел сильно распространяться, но он понимал, что это его главные две ошибки. А вот Путин, что его волновало? Его волновала, естественно, его личная судьба и судьба его близких. И его волновала лояльность этого человека и преданность делу демократии. Ельцин, между прочим, хоть и был уже человек пожилой, он достаточно романтично относился, например, к журналистам. Я помню, как он плакал, когда Листьева убили. Да? Я не могу себе представить плачущего Путина, как какого-нибудь журналиста, если это не пропагандист типа Дмитрия Киселева. Да, я не могу себе представить плачущего Путина по этому поводу вообще. Смеющегося могу, а плачущего совершенно не могу. Ну вот, Путин был абсолютно лоялен. Причем его лояльность была доказанной. Например, было одно довольно гнусное дело, связанное со Скуратовым и проститутками. Ну, за это дело никто не хотел браться. Ну, вы знаете, как прокурор Скуратов с проститутками его застали, а потом решили его снять на этом основании с работы. Путин взялся за это дело. Вот, ему это казалось абсолютно нормальным. Да. На день рождения к Борису Абрамовичу ходил, там, к его жене. Постоянно дружил с Таней, с Валей. В общем, втерся в доверие. И в этом смысле он оказался гораздо талантливее, например, чем я, который там постоянно с ними ругался, там отношения выяснял и так далее и тому подобное. Вот. И что касается курса, то на Ельцина произвело впечатление то, что он все-таки был помощником Собчака, работал у Собчака, все время говорил о
свободе, рыночной экономике и так далее. Врал, короче, от начала до конца. Но, может быть, он тогда еще не был тем Путиным, которым потом стал. Вы же тоже его поддерживали? Ну, я никогда за него не голосовал. Партия моя наша поддерживала. Мы там проиграли с командой Чубайсу, Кириенко и Гайдару. Это они втроем поддерживали. А мы уж как люди из корпорации, они были вынуждены согласиться с большинством, так бы я сказал. Вот. Но я за него ни разу в жизни не голосовал. Могу сказать, мне мама сказала, что нельзя верить КГБшникам. Сейчас это уже банальностью выглядит и звучит. Я ей стал говорить про Собчака, вот там с Ельциным работал. Говорит, сынок, КГБшников бывших не бывает, им верить нельзя, точка. Мама умная. Сынок, к сожалению, только наполовину мама. В чем, как вы считаете, основная заслуга Ельцина как президента? Да у него одна заслуга, он дал нам свободу. И несмотря на то, что это ему далось тяжело, поскольку у него советская такая хватка была, тем не менее он не отступал от этого. Вот это ведь драматическая история 96-го года, когда хотели государственный переворот совершить Коржаков, Барсуков и кто там еще там был. По-моему, они там вдвоем в основном. Там Сысковец еще был, да. Вот. Он же не пошел на это. Ну, то есть, я бы сказал, исторически, если сравнивать Ельцина с какими-то другими лидерами страны, то он, конечно, рядом с Александром II находится. Для меня это совершенно очевидно. Вот. Они абсолютно разные люди и с разной судьбой, но вклад их в развитие страны абсолютно идентичен. То есть, и тот, и другой освобождал Россию от рабства, халуйства и так далее и тому подобное. И это дорогого стоит, потому что, понимаете, у нас страна крепостная, у нас страна была под игом сотни лет, да, у нас страна под коммунистическим игом была. И руководители, которые отваживались дать людям свободу, эти люди, конечно, двигали историю очень сильно. А как вам кажется, как Борис Николаевич понимал свободу? Что для него значило это слово? Ну, для него было несколько моментов. Во-первых, это свобода журналистская, то есть свобода терпеть, в том числе, это возможность выражать отличную точку зрения, раз. Второе, свободу он понимал как свободу выбора. То есть, он к выборам относился как не очень приятному занятию, но неизбежному злу, я бы так сказал. В-третьих, он понимал и федерализм как некоторую свободу, некоторую независимость регионов, мест самоуправления. Иногда это доходило до, может быть, гротеска. Берите суверенитет сколько хотите, например. Да? Вот, это фигура речи, конечно же. Потому что Ельцин... Кстати, при Ельцине не было распада государства. Вот несут пургу какую-то, что при Ельцине страна разваливалась. Ну, приведите пример, что там развалилось. Ничего не развалилось при Ельцине. Вообще-то, да? Вот они говорят, мы страну потеряли. Где мы ее потеряли? Мы сейчас ее потеряем точно. Если Путин перестанет платить дань Кадырову, извините меня, 2 миллиарда долларов в год, просто отгружает денег, контрибуцию платит ему. Если он перестанет, у нас страна развалится. А там таких денег не было, и никакой дани никто не платил, на самом деле. Вот поэтому, он реально либеральных был взглядов человек. Совершенно точно. Он был одновременно самодержавных взглядов. Он все время думал о преемнике. Но он не предполагал, что преемника вот так взять надо и назначить. Он понимал, что будет борьба там, и так далее и тому подобное. Но он считал зоной своей ответственности думать о том, кто продолжит его дело дальше. То, что он до конца жизни был уверен, что вот этот рыночный европейский выбор – это правильно, я в этом не сомневаюсь ни на секунду. То, что он безумно переживал, когда закрывали НТВ, когда вот журналистов притесняли и так далее, да, когда там оппозицию душили. Это я просто знаю, поскольку я с ним общался. Другое дело, у него такая была, видимо, договоренность с Путиным, что он не мог публично об этом во всем говорить, но то, что он безумно переживал все это 100%. Да, давайте заканчиваем. Откуда у Ельцина с его бэкграундом вот такое видение? А он бунтарь, Ельцин. И он был таким, знаете, латентным либералом. То есть, он не могу сказать, что он был сильно подкованным
плане там, социально-экономических теорий и так далее. Нет, это не так. Но он на практике понял всю тупость и бессмысленность совковой плановой системы. Он просто это увидел своими глазами. И он увидел, что, несмотря на то, что вроде незаурядные руководители управляют, все валится из рук, ничего не работает. Это вот он увидел своими глазами. Вот. И единственная альтернатива, которая была тогда, это вот такая европейская рыночная экономика. Ну, собственно, он методом проб и ошибок, так же, как и многие другие, до этого дошел. И он не был никогда таким ортодоксальным, таким вот упертым, как Лигачев, например, там, человеком, который держался за догмы, даже если догма никакого отношения к жизни не имеет. Он мог сказать: я не прав. Вот Борис, ты не прав, эта фраза его всегда смешила. Вот я серьезно, мы много раз, поскольку я тоже Борис, мы много раз эту фразу вспоминали легендарную, она его смешила. То есть он не вот что там, как это так. То есть, если у тебя есть аргументы, и ты готов их внятно изложить, чтобы было понятно, то он это слушал. Он всегда сохранял дистанцию с людьми? Ну, он меня звал на «вы» всегда, и никогда не ругался матом, но по-дружески относился. Ну, ко мне лично. У него можно было, например, спросить, что вы на самом деле думаете? Или он царствовал? Нет, он с ним можно был спокойно. Не, ну, естественно, с ним можно было нормально обсуждать. Мы проскочили тему захоронения царской семьи. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы в этом участвовали и как Борис Николаевич к этому относился. Есть такой Эдвард Радзинский, который, как вы знаете, наш историк и писатель, и публицист. И как-то раз они с Григорьевым пришли ко мне, а я тогда был занят шахтерами, Газпромом, железными дорогами, в общем, многими вопросами. И говорят: слушай, есть одно дело, оно вообще-то к тебе не имеет отношения, но это единственное хорошее, что ты можешь сделать. Давай похороним царя и его убиенную семью. Я говорю: да вы что, с ума сошли? Я вообще не про это. Ну, короче говоря, я потом согласился. Да, там была хохма. Радзинский все время говорил: знаешь, говорит, у нас кто председатель похоронной комиссии, тот и следующий царь. Поскольку тебя Ельцин назначил преемником, а это было, кстати, в 97 году, то ты уж должен в образ постепенно входить, и уж будь добр, веди себя прилично. Ну, черт с вами, ладно. Вот. Я не знал, куда я вляпался тогда. Там столько было сумасшедших. Там искали голову Ленина какую-то забальзамированную в Кремле. Там какие-то бегали придурки, орали, что это вообще какие-то собачьи останки, что это не настоящие останки, а настоящие в Брюссельской церкви находятся православные. Там писали какие-то протесты, какие-то митинги. Полная хрень какая-то, короче. Вот. Но я решил, как физик, к этому подойти не с мистической точки зрения, а с научной. Значит, в рамках нашей комиссии работали лучшие генетики. Мы послали экземпляры вот этих останков в лаборатории лучшие генетические мира. В том числе они были в Великобритании, они были в Америке, в Канаде, в Австрии. И наш институт генетики тоже этим занимался. И когда все ученые со всего мира сказали, что это гарантированные останки, собственно, последнего русского царя и его семьи, тогда, несмотря на вопли, сопли, истерики и там завывания, мы собрали комиссию. И, кстати, наши криминалисты об этом говорили. В частности, вот один из главных криминалистов страны Владимир Соловьев, который до сих пор, кстати, работает в Следственном комитете, по-моему, зам Бастрыкин. Вот, он умный, кстати, дядька очень. Он лучший криминалист у нас в России. Короче говоря, они дали мне эти заключения. Я пришел к Ельцину, говорю: Борис Николаевич, все, это точно подлинные останки. Работа комиссии, вот 9 томов. Я отдал все это патриарху Алексию II. Вот. Кстати, в нашей комиссии работал представитель Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ювеналий, который за канонизацию отвечал. Я не знаю, он жив или нет, но вот тогда он отвечал за... По-моему, он живой до сих пор. Отвечал за канонизацию. И вы знаете, что теперь царь канонизирован, да? Они себя вели странно, церковь. Они против мнения ученых выступить не могли.
Но они не хотели ругаться с зарубежной православной церковью, которая утверждала, что это останки какие-то собачьи кости, а вот у них настоящие в Брюсселе останки. Когда я им предложил, давайте я вам дам наши, а вы мне дайте свои, и мы тогда дадим ученым и проверим, они меня послали. Потому что у них действительно собачьи кости. Если бы у них были настоящие, они бы мне, конечно, их дали. Вот, они так ничего не дали. Вот, в итоге, чем я только не занимался, ужас. В общем, дальше идет синод Русской Православной Церкви, и на синоде принимается конъюнктурное решение, такое политиканствующее, я бы сказал, решение, что да, несмотря на то, что ученые говорят, что это останки подлинные, тем не менее у нас до сих пор стоят сомнения, и поэтому Русская Православная Церковь к этому не может иметь никакого отношения. И дальше начинается давление иерархов православия на Ельцина, чтобы он не участвовал в похоронах. Значит, похороны были назначены на 17 июля 1998 года. Это было как раз 80-летие со дня убийства в Ипатьевском доме царской семьи в Петропавловском соборе. Вот. И началась борьба дикая. Ельцина кто-то отговаривал, кто-то не отговаривал. Вот. В итоге дело совсем тяжелое. Я ему все объяснил. Я ему говорю, вот есть заключение ученых, а есть позиции церкви, но, извините, на чем она базируется, эта позиция? Я совершенно не понимаю. Мы сейчас говорим о подлинности или мы говорим о божественном присутствии кого-то здесь? Вот. Тем не менее, Ельцин говорил, это может кого-то расколоть там, и так далее. В итоге я позвонил двум людям. Один из них Слава Ростропович. Это единственный, который звал Бориса Николаевича на «ты». На «ты» он его звал. Боря, ты. Вот. И второй был Дмитрий Сергеевич Лихачев. И я им говорю, вы знаете, там такая битва идет за участие либо неучастие Ельцина в захоронении. Вы могли бы позвонить ему? Ну, поскольку, естественно, звонки таких людей Ельцин отвечал. Слава сказал, да вообще там, да, может даже не париться, сейчас я ему такое устрою, ему мало не покажется. Вот. Слава перезвонил мне через день и говорит, я позвонил Ельцину и говорю, Борис Николаевич, ничего хорошего вы не сделали. Вот вы работаете тут президентом, ни хрена от вас никакого толку. Сделайте хоть одно доброе для русского народа дело. Похороните царя. Тем более, что вы, когда там все это случилось, вы этот Ипатьевский дом снесли, как известно. А это, кстати, Ельцин очень сильно переживал по этому поводу. Что он реально отдавал команду снести Ипатьевский дом. Это он отдавал команду, будучи первым секретарем. Вот. Он так наехал на него просто. Дмитрий Сергеевич не наезжал, насколько я знаю, но объяснил ему важность этого дела и подлинность, главное. И вот после того, как эти два звонка произошли, Ельцин мне позвонил и сказал, что так, мне позвонили два человека, мнение которых для меня абсолютно определяющие. Вот просто совсем. Все, до свидания, я с тобой еду, едем все хоронить царя, готовься. Ну, собственно, все. Ну, это действительно был такой исторический момент. Я думаю, у вас есть видео всего этого. А? Спасибо большое. Да, ну там еще был в последний момент, это вам будет прикольно, ладно, я уже вам скажу. Значит, Ельцин очень был доволен, что, во-первых, приехали Романовы со всего света, в том числе и были многие Романовы, которые по-русски не говорят, которые по католическому обряду крещенные. Я даже и не знал, что такие есть потомки Романовых. И вдруг Ельцин, значит, ну там 4 нас, Ельцин, Лихачев, Ростропович и я. И Ельцин такой очень одухотворенный, хотя он себя неважно чувствовал, мне говорит, так, ну ладно, царя похоронили, у меня есть идея, давайте, давайте, Борис Ефимович, хоронить Ленина. Я говорю, Борис Николаевич, вы что, шутите в самом деле? Я вам что, в конце концов, председатель тут это кооператива похоронного, что ли? Я говорю, давайте кого-нибудь другого найдем, Ленина хоронить, ну почему, чуть что сразу Немцов? Вот. И, кстати, Лихачев, надо отдать ему должное, он говорит, а что действительно, Немцов, он у вас что в самом деле? За это, за все отвечает. Я в полном шоке. Вот. А не из-за того, что я, конечно, считаю, что надо похоронить Ленина, чтобы никаких иллюзий. Я ему, кстати, это говорил, но говорил просто как в целом понимание ситуации. Ну, погост с Красной площади сделали, безобразие. Тем более, его прямо из кабинета президента видно, это погост. Ну, каждый раз смотришь, лежит труп какой-то. Вот. Ну, короче говоря, я ему говорю, слушайте,
Значит что, не буду я хоронить Ленина. На что Ельцин говорит, а кто будет? Я говорю, я подумаю, я вам скажу. Значит, я вернулся, собрал совещание. И вот Ельцин теперь хочет меня там председателем комиссии по похоронам Ленина назначить. И мне мой юрист Боря Надеждин говорит, говорит, вы не можете хоронить Ленина. Ну, просто по закону. Достает закон о похоронном деле. Есть такой закон. Я не шучу, есть закон о похоронном деле. И говорит, если на территории города обнаружен труп, то ответственный за захоронение является мэр. Он прям статью закона открыл. Я когда увидел эту статью, я так обрадовался безумно и написал указ о том, что хоронить должен Лужков. Вот. Ну, Ельцин сказал, надо Ленина хоронить. Я написал, что ответственность за похорона будет Лужков. Вот. Ну, поскольку у нас есть субординация, там, если ты упоминаешь чью-то фамилию, то ты должен визу получить. Ну, или, по крайней мере, возражение. А с Лужковым мы ругались постоянно. Ну, он жуликом тогда был. Ну, короче говоря, послал ему проект указа, и там случился просто полная истерика. Он заигрывал с коммунистами, он хотел быть президентом, у него реально его стало колошматить, колотить. И он в истерике бился, что-то там невнятно орал, верещал, подпрыгивал, там кепка у него слетела, я не знаю, что было. Короче говоря, побежал он с этим указом в Кремль, а Ельцин, он мне говорит, что случилось? Я говорю, Борис Николаевич, ну, ваше поручение выполнено, проект указ готов, к сожалению, визы Лужкова на указе нет, а хоронить должен он по закону, о похоронном деле. Он говорит мне, интересно. Тут у меня вот уже 3-й сутки сидит Лужков в приемной. Я говорю, а что он у вас сидит 3-й? Ну, говорит, как вы думаете, что он у меня сидит 3-й сутки в приемной? Он сейчас на колени упадет, чтобы только ему не хоронить Ленина. Что непонятного? Вот. Я говорю, ну, вы что, его примете? Он говорит, нет, пусть сидит. Я с документами работаю. Я говорю, ну, тоже делаю. Вы всегда с документами работаете. Ну, на этом порешили все. Потом все-таки прошло время, он говорит, нет, говорит, Лужков сказал, что он не будет. Я говорю, и вы отъехали, да? Я правильно понимаю? Я говорю, да, я отъехал. Это была ошибка. Мелкая, конечно, по сравнению с остальными, но это вам не Путин назначать, но все равно это была ошибка. Спасибо. Да, пожалуйста.